В субботу, 11 октября, сборная Грузии проведет один из важнейших матчей этого отбора на чемпионат мира против сильнейшей сборной мира, сборной Испании. Все самое главное, что нужно знать об этом матче в этом видео. Погнали! Друзья, всем очередной привет из Стамбула. Невозможно здесь найти нормального места, чтобы записать видео. Я сейчас, видите, буквально делаю это в коридоре, потому что просто больше негде. Но что поделаешь, главная информация. Друзья, поддержите канал, поставьте лайк, чтобы все вот эти мои боли, страдания были оправданы. Я уверен, что вы ждали этого видео, и я уверен, что вы сегодня будете болеть за сборную Грузии. Пусть как можно больше людей узнает о том, что стоит ожидать нам от этого матча. Итак, давайте разбираться. Наверное, самая главная новость последних дней — это то, что сборная Испании не может прилететь в свой собственный город из-за плохих погодных условий. И вот получается такой фарс, какая-то трагикомедия, потому что сборная Грузии свои сборы проводила сейчас как раз рядом с Эльчи, и, в общем-то, она в городе, где будет матч проводиться. Но вот вчера была пресс-конференция, и Вилли Саньоль сказал, что тренировки на улице не было из-за плохой погоды. 2 дня уже идет дождь, в зале позанимались. Но я не думаю, что это как-то серьезно повлияет на подготовку грузинской команды. А вот сборная Испании, которая готовилась в Мадриде на своей базе, не смогла вылететь из-за плохих погодных условий. Красный уровень штормовой опасности рядом с Эльчи, где эта игра пройдет, и в итоге Испания перенесла вылет на день матча. То есть, представляете, вот сегодня Испания прилетает, заселяется, я не знаю, будет ли там какая-то разминка, активация, но все вот так вот немножечко неожиданно. Но прежде чем говорить о составе и о прошедших пресс-конференциях, давайте вспомним ситуацию в группе. Напоминаю, сегодня 11 октября, матчи Испания-Грузия и Болгария-Турция. Видите, Грузия пока на 2-м месте, но по очкам нет никакого запаса. И давайте представим самый худший сценарий, вот если Грузия сегодня проигрывает и проигрывает в Турции, и если Турция, в свою очередь, побеждает сегодня Болгарию, что это будет значить? Это будет значить, что у Турции станет 9 очков, у Грузии останется 3, и фактически это перечеркивает вообще все шансы грузинской команды. Поэтому действительно отступать некуда, и знаете, кто-то говорит про битву, про борьбу до последней минуты, это все понятно, но мне кажется, важно сейчас и нам с вами тоже получать удовольствие, что вообще сборная Грузии борется за самые высокие места, борется за чемпионат мира. Могли вы такое представить, скажем, лет 10 назад? Вот давайте тоже получать удовольствие. Перейдем к составам команд. Много я уже видео выпускал на эту тему, и давайте я сейчас не буду в очередной раз там гадать, выйдет ли каша в старте или нет. Давайте мы просто вот резюмируем. Для тех, кто, может быть, прошлое видео не смотрел, можете их глянуть, они есть на канале. Переходите, изучайте и, конечно, подписывайтесь. Так вот, главная новость по сравнению с сентябрьскими матчами — это возвращение Китаишвили. Нам все еще не хватает Георгия Чиквитадзе, но вот он начал тренироваться уже на поле. Я думаю, что к ноябрю, дай бог, он вернется. И самое главное, дай бог, к ноябрю еще эти матчи будут иметь какое-то значение. По поводу Хвичи, конечно, да, наверное, у нас было больше всего опасений, но вы видели, как он тренировался, очень много голов в его исполнении, голевых передач, опять его эти прыжки. Это все говорит о том, что он сейчас в хорошей форме, и он, собственно, сам об этом говорит. Это мы не то, что придумываем. Вот, если вы владеете грузинским, можете посмотреть на YouTube-канале Грузинской Федерации футбола. Там Хвича сказал, что он готов на все 100%. Большое спасибо клубу, что пошел навстречу и помог восстановиться. И он не играл, скажем, в предыдущем матче чемпионата Франции не из-за того, что он был травмирован, а скорее ради того, чтобы поберечь себя для сборной Грузии. Поэтому вот я сомневался, стоит ли выпускать Хвичу в старте, но сейчас, кажется, сомнений этих уже быть не должно, и Хвича явно появится с первых минут. Для подготовки к матчам выбраны идеальные условия. Очень хорошо, что у нас есть достаточно времени, чтобы тщательно подойти к этой встрече. Самое главное, каждый игрок чувствует себя отлично. Не знаю, вот так вот за всех Хвича сказал, но давайте ему поверим. Судить матч будет литовский арбитр Манфредас Лукьянчукас, ему 33 года. Это пока все, что я о нем знаю. В деле, в матчах сборной Грузии я его еще не видел. Послушали Хвичу, но интервью было немало на этой неделе. Там и Кучурашвили, Микаутадзе, и Мамардашвили. Давайте посмотрим, что они сказали. Мне, например, запомнилась фраза Георгия Микаутадзе или Жоржа Микаутадзе, кому как нравится. Мы хотим выиграть эти встречи и сделаем все, чтобы набрать 6 очков. Вы знаете, если Саньоль и
другие футболисты больше так говорят, что ну вот будем стараться, главное забить, не потерять свой уровень, показать прогресс и так далее, то вот Микаутадзе, уже немножечко поиграв на топ-уровне, в том числе в Лиге Чемпионов, говорит, а надо выигрывать, а надо 6 очков. Если также считаете, ставьте лайк этому видео. Георгий Кочурашвили – это особенное чувство провести столько времени со своими друзьями в национальной команде, а быть в Испании для меня особенно важно. У меня с этой страной большая эмоциональная близость, ведь я прожил здесь 8 лет. Мы уже не раз играли со сборной Испании, знаем, насколько сложен и важен этот матч. С первого дня готовимся максимально, постараемся снова показать нашим болельщикам хороший футбол. Георгий Мамардашвили был не только у пресс-службы Грузинской Федерации футбола, но и на пресс-конференции перед игрой. Сборная Испании – главный фаворит нашей группы и одна из лучших команд мира. Мы ожидаем очень сложный матч. У нас уже есть опыт игры против Испании, и мы понимаем, что легко не будет. Каждый игрок должен выложиться по максимуму. Мы обязаны показать свой лучший футбол, чтобы достичь поставленной цели. После сентябрьских матчей за сборную у меня была серия сложных игр. Выступать в Премьер-лиге и Лиге Чемпионов – это была моя мечта. Сентябрь стал для меня важным месяцем, но впереди еще более трудные встречи как за клуб, так и за сборную. И я к этому готов. Вот я думаю, здесь самое главное, что Мамардашвили к этому готов. И вот видите, у меня как раз футболка с его изображением. И мне кажется, что вот, знаете, где-то я встречал это в интервью, что главное сейчас Грузии не пропустить вот первый тайм, потому что мы сейчас еще перейдем к истории встречи и противостояния с испанцами. И вот всегда там сборной Грузии хватает как будто бы на один тайм. А во втором тайме испанцы все забирают. Не знаю, то ли это выносливость, то ли это просто класс, то ли они включаются по максимуму. Ну вот постоянно вот это случается. И, наверное, нужно как-то вот пыл испанский остудить, успокоить. Но если Грузия будет обороняться весь матч, не уверен, что это сработает. Еще один из тех футболистов, кто давал интервью перед матчем, это Будузи Взивадзе. Он, к сожалению, в последних матчах чемпионата Германии не играет из-за дисквалификации. Вообще вот эта вот вспыльчивость и, знаете, желание бороться до конца, оно играет иногда злую шутку. Вот мы знаем, что Лучашвили не будет из-за перебора карточек, и Взивадзе вот из-за удаления в чемпионате Германии уже очень долго не играл. Я, конечно, не ожидаю его в старте, но, тем не менее, он говорит, что готов максимально себя проявлять, готов на все 100, и очень рад, что сборная имеет такой продолжительный сбор и никаких перелетов, то есть вот все собрались в Испании и там спокойно готовятся. Это действительно классно. Саньоль опять действует так немножечко аккуратнее, он говорит о том, что бояться проиграть сборной Испании не нужно. Но, значит, все-таки он об этом думает, и такие мысли есть, как у нас всех. Но, может быть, это и хорошо, чтобы немножечко ожидания вокруг сейчас остудить, потому что мы все знаем, что сейчас вот все говорят, столько травм, ну все, это божье провидение, Грузия должна побеждать. Друзья, давайте не будем забывать, что сборная Грузии будет играть против команды, которая сейчас лучшая в мире. Вот смотрите, рейтинг FIFA, топ-15, топ-10, топ-5, топ-1 и первая Испания. Грузия играет против лучшей сборной мира, которая 27 матчей уже не проигрывает. Против Португалии, Франции, с кем они только не играли, никому не проигрывали. Друзья, давайте будем реалистами и вот спокойно оценивать. Шансы всегда есть, нужно играть, но это сейчас лучшая сборная мира, о чем нам Саньоль тоже напоминает. Кроме того, у Саньоля нет сомнений по поводу так называемых запасных сборной Испании, которые заменят травмированных игроков. Он говорит, что даже если 5-6 человек сломалось, то общий уровень Испании настолько высокий, что не заметит команда этих потерь. Spain or Portugal or these kind of teams who have 5 or 6 top players for every position, it doesn't change anything. Интересно послушать, как Вилли Саньоль формулирует главную задачу своей команды на этот матч. Главное – показать хороший футбол и доказать, что мы движемся в правильном направлении. Про направление имеется в виду, что нужно сократить дистанцию, разницу в уровне футбола, в уровне сборных между Грузией и Испанией. Не знаю, насколько это получится, но вот эпизод с Китаишвили и его роль для сборной Саньоль тоже, кстати, вспомнил, что и на Евро, если вы помните, там Китаишвили играл, и до момента, пока он травмировался, очень даже успешно закрывал атакующую линию испанской команды. And our last game at the Euro against Spain, where we've been a bit frustrated by Kitaishvili injury at a key moment. I think the players wants to show that
The difference, yes, between Spain and us is getting smaller and smaller. Луис де ла Фуэнте начал с того, что всю неделю испанские СМИ обсуждают не сам матч, а события вокруг, его возможный конфликт с Фликом, почему так много игроков Барселоны отсутствует и прочее, и прочее. И здесь он отметил, что для продления беспроигрышной серии нужно сейчас собраться, максимально настроиться, потому что Грузия серьезный соперник. И тем не менее, знаете, было очень много про психологию, что вот Испания сейчас самая лучшая в мире, и мы готовы бороться за Кубок мира, но вот сейчас важно пройти этот путь. Знаете, кстати, тоже любопытно, что соломочку он немножечко постелил, потому что он сказал, что не бывает провалов у сборной, бывают какие-то неудачные периоды, но не нужно воспринимать это как провал. Возможен ли такой неудачный период сегодня, я не знаю, но вот видите, де ла Фуэнте такие вещи сказал, хотя, конечно, он добавил, что Испания сейчас по подбору игроков действительно топ, и ему очень приятно эту команду возглавлять. Микель Мерино, в свою очередь, на пресс-конференции добавил, что нужно получать удовольствие от игры и не позволять давлению, которое на тебя оказывает общественность, журналисты, трибуны, тебя как-то сломать. Ну, наверное, то же самое можем посоветовать и грузинским футболистам. Пожалуй, по интервью и по игрокам это все. Что еще хотелось бы отметить, что этот матч станет 300-м в истории грузинской национальной команды. Вот такой юбилей, и почему бы действительно не сделать сюрприз по случаю такой цифры. И, знаете, интересная статистика, с кем чаще всего играла грузинская сборная. Мы, конечно, с вами думаем, что с Испанией, но нет. С Испанией это такой последний тренд. Давайте посмотрим топ. Здесь, видите, 16 матчей против Албании, 12 Молдова, 11 Ирландия, 11 Украина, 10 Греция, 10 Латвия. И вот это уже будет 9-я встреча против сборной Испании. И есть одна победа. Ну, кстати, в ноябре уже будет 10-я, то есть, в общем-то, Испания к этому топу тоже приближается. Одна победа, про которую говорил при Владимире Вайсе, товарищеский матч со счетом 1-0 на выезде, как раз-таки сборная Грузии выиграла. Еще пару слов о сценариях матча против сборной Испании. Я уже говорил о том, что, наверное, стоит прежде всего не пропускать. Давайте вспомним последние матчи. Евро 2024, там Грузия забила первой, потом сломался Китаишвили, первый тайм закончился 1-1, и во втором уже выстоять не удалось, в итоге поражение 1-4. Прошлый матч отбора, это был отбор как раз-таки на тот самый Евро. Ну, начнем с игры в Испании, там испанцы быстро забили первыми, Хвича Кварацхелия сравнял, был счет 1-1, но потом во втором тайме опять испанцы додавили и выиграли 3-1. Игра в Грузии, в Тбилиси в сентябре 2023 года, там вообще как-то все не заладилось, быстро пропустили, первый тайм уже 0-4, как будто бы вернулись в игру, отыгрались, Чиквитадзе, кстати, забил 1-4, но потом вышел Ямаль и вообще добила тогда Испания Грузию со счетом 7-1, самый крупный разгром в этом противостоянии. И еще одно противостояние в матчах отбора на чемпионат мира. Там выездная игра закончилась разгромом от Испании со счетом 4-0. Кстати, знаете, это вот единственный случай за последние годы, когда Грузия не забивала. И знаете почему? Потому что Хвичи не было в том матче, даже в заявке, к сожалению. И вот получили 0-4. До этого в марте играли в Грузии, в Тбилиси, и Хвича тогда открыл счет в матче 1-0. И достаточно редкое событие, когда сборная Грузии на перерыв уходила, ведя в счете, представляете? Но потом во втором тайме, к сожалению, 2 мяча были пропущены. Но самый обидный мяч, наверное, который Георгий Лория пропустил в концовке встречи, зевнул, можно сказать, отбил удар, но слишком далеко вышел из ворот. Вообще, по статистике той встречи кажется, что с испанцами действительно можно играть. В общем, если смотреть на цифры, то Испания действительно фаворит, но у Грузии есть то, что не измерить никакими калькуляторами, линейками, это характер. И я думаю, что за счет этого шансы у грузинской сборной будут. И, знаете, есть такой слоган у испанцев «Nosotros somos los mejores», мы лучшие, о чем вот повторяют и тренер, и футболисты, но грузины отвечают: пока есть сердце, возможно все. И вот давайте я с такой мыслью, с таким посылом это видео закончу. Поддержите сборную Саакартвело в комментариях, пишите ваши прогнозы, какой счет вы ожидаете, как матч будет складываться сегодня, где вы его будете смотреть. Ну а я обязательно сегодня проведу стрим и после матча тоже выйду в эфир. Подписывайтесь на канал, не уходите, давайте смотреть вместе, болеть вместе. И тогда я думаю, что все возможно. Нахвамдис. Sakartvelo, Sakartvelo, Sakartvelo.
saga.